Сегодня душещипательная тема – вибрато. На YouTube достаточно хороших видео, но я столкнулся с тем, что лично объясняя прием, показывая все варианты исполнения, подробно описывая весь процесс, у человека все равно остается недопонимание вопроса. Как правило, сложность состоит в том, что новичку очень непросто контролировать подъем струны в точку Б, возврат ее в точку А. И очень плохо налажена связь между двигательным рефлексом и тем, что человек слышит или не слышит у себя в голове и в реальности. Дам совет по отработке вибрато, в какой бы технике вы его ни играли. Коснитесь пальцем струны, не прижимайте. Коснитесь струной лада. Услышали, да? Здесь важно не жать чрезмерно. Зазвучала струна, этого достаточно, больше не жмем. Теперь, не пытаясь сделать легкое, широкое, быстрое или медленное вибрато, ритмичное или неритмичное вибрато, посмотрите на палец, посмотрите на струну и поднимите струну вверх на 1 мм. Опустите струну в исходную точку. Повторите это действие несколько раз, пока не почувствуете, что делаете это уверенно. Теперь извлекаем звук и внимательно слушаем, что происходит со звуком, когда мы поднимаем струну на 1 мм вверх и возвращаем ее на 1 мм вниз. Можно продолжать эти движения, даже если колебания струны прекратились. Нам важно выработать ритмичное, точное движение левой рукой. Преимущество данного подхода в том, что на маленьком колебании струны очень сложно зажаться. Очень сложно, но не невозможно. Так что следите за расслабленным состоянием руки. Также вы приучаете свои уши понимать, что даже небольшое действие левой рукой приводит к изменениям звуковысотности инструмента. Я призываю вас изначально ориентироваться на визуальную составляющую. Можете даже нарисовать на ладу черточки чем-нибудь стирающимся. Точку А, откуда начинаете движение, и точку Б, куда приходите. Конечно же, слушайте, что происходит со звуком, это тоже очень важно, но визуальная составляющая поначалу преобладает. И не забывайте, вибрато также можно и нужно отрабатывать под метроном. Кому эта информация была полезной, просьба подписаться на канал. Ссылки на обучение в описании. Всем пока!